Вы думаете, что все фрукты, овощи и травяные чаи всегда полезны для печени? Это миф. Более того, некоторые продукты, которые чаще всего рекомендуют для детокса, на самом деле делают прямо противоположное. Они мешают печени работать и усиливают токсическую нагрузку. Сегодня мы разберемся, какие продукты реально помогают печени очищать организм, а какие тихо и незаметно вредят. Все только по данным исследований, без домыслов. И в конце вы получите 6 простых правил для здоровой печени. Почему это важно? Печень – главный орган детоксикации. Она круглосуточно обезвреживает токсины, и у нее работы больше, чем мы можем себе представить. Токсины бывают 3 видов. Первый – внутренние. Это побочные продукты обмена веществ. Например, билирубин, продукт распада гемоглобина, остатки гормонов и окисленный холестерин. Второй – внешние токсины, которые попадают извне. Пестициды, выхлопные газы, бытовая химия, алкоголь, канцерогены из жареной пищи и лекарства. И третий вид – инфекционные токсины. Их выделяют бактерии и вирусы, которые атакуют наш организм. Чтобы справляться с такой нагрузкой, печень использует целую химическую фабрику. Ферменты, глутатион, серосодержащие вещества и глюкуроновую кислоту. Но вот в чем проблема. Разные продукты могут либо помогать этой системе, либо мешать ей. Роль печени. Важно понимать, печень – это не просто фильтр, это настоящая биохимическая лаборатория, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Она расщепляет токсины, синтезирует жиры, холестерин и белки, регулирует уровень сахара в крови, хранит запасы энергии и помогает поддерживать гормональный баланс. Именно поэтому ее работа жизненно важна. Если печень начинает давать сбой, страдает весь организм. И вот здесь я попрошу вас об одном. Если вы хотите поддерживать здоровье печени и узнавать, что реально работает, а что миф, прямо сейчас поставьте лайк этому видео. А если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. На этом канале только проверенные факты и без псевдонауки. Ошибки детокса. Сельдерей и компания. Начнем с разоблачения популярного и опасного мифа. Сок сельдерея. Его называют суперсредством для очищения организма. Но исследования показывают обратное. Сельдерей содержит вещество метоксален. Оно блокирует цитохром P450, один из главных ферментов печени, отвечающих за нейтрализацию токсинов и лекарств. Что это значит? Пример. Метоксален замедляет выведение из организма парацетамола или снотворного. В итоге их токсичность повышается, и нагрузка на печень растет. Но дело не только в сельдерее. В ту же группу зонтичных овощей входят петрушка, укроп, кинза, фенхель, пастернак и даже морковь. Особенно ее листья. Все они содержат вещества, замедляющие работу печени. Сколько? Это слишком много. Исследования показали, всего 28 граммов смеси зонтичных овощей в день – это всего лишь одна горсть. Уже снижает активность 2 систем детоксикации печени. Даже если добавить полезные крестоцветные овощи, зонтичные сводят эффект на нет. Вывод номер 1. Не стоит есть больше 20-30 граммов зонтичных овощей в день, если вы употребляете их регулярно. Морковь в виде корнеплода относительно безопасна, но зелень – нет. Травяные чаи и грейпфрут – скрытая ловушка. Следующая ловушка – травяные чаи, которые мы привыкли считать полезными. Одуванчик, мята и ромашка. Казалось бы, безопасные напитки. Но исследования показывают, одуванчик снижает активность ферментов печени на 15%, мята на 24%, а ромашка почти на 40%. Добавим сюда еще грейпфрутовый сок, который уменьшает активность ферментов примерно на треть. Особенно опасно сочетать его с лекарствами. Вывод номер 2. Если у вас есть проблемы с печенью или вы принимаете лекарства, исключите из рациона ромашковый, мятный и одуванчиковый чай, а также грейпфрутовый сок. Настоящие помощники – цитрусовые, зеленый чай и камбуча. Теперь хорошие новости. Цитрусовые, кроме грейпфрута, наоборот, усиливают работу печени. Лимоны, апельсины и мандарины помогают организму справляться с токсинами. Зеленый чай – еще один сильный союзник. 4 чашки по 200 мл в день значительно активизируют ферменты печени. Главное – правильно заваривать. Но об этом можно снять отдельный ролик. И лидер среди напитков – камбуча или чайный гриб.
Она содержит большие дозы глюкуроновой кислоты, вещества, которое связывает до 70% всех токсинов в организме. Но здесь есть ограничения – не более 100-150 мл в день. Вывод номер 3. Добавляйте в рацион цитрусовые, кроме грейпфрута, пейте зеленый чай и небольшое количество камбучи. Это укрепит естественные механизмы детоксикации печени. Луковые овощи. Польза в умеренности. С луком и чесноком все не так однозначно. Они усиливают одни ферменты, а другие замедляют. Но в целом, при правильном употреблении и в достаточном количестве, они помогают печени. Вывод номер 4. Луковые овощи. Репчатый лук, зеленый лук, чеснок, шалот и черемша. Полезны, если соблюдать баланс и не злоупотреблять. Крестоцветные овощи. Главный щит печени. Самая полезная группа продуктов для печени – это крестоцветные овощи. Это брокколи, цветная брюссельская и белокочанная капуста, кальраби, редис, дайкон, брюква, репа и микрозелень. Они содержат предшественник индол-3-карбинола – вещество, которое активизирует ферменты детоксикации. Но важный момент – оно образуется только при измельчении, заморозке или разжевывании. То есть капусту лучше резать, квасить, замораживать, тогда эффект выше. Количество – от 100 до 450 граммов в день. Но есть нюанс. Крестоцветные могут угнетать работу щитовидной железы при недостатке йода, поэтому важно учитывать состояние щитовидки и общий рацион. Вывод номер 5. Ежедневно употребляйте от 100 до 450 граммов крестоцветных овощей в переработанном или сыром виде. Это лучший способ поддержать печень. Другие продукты-союзники. Помимо капусты, полезными для печени будут бобовые, чечевица, фасоль, горох и соя. Злаки, овсянка и ячмень, фрукты, абрикосы и персики, листовые, шпинат и крест-салат, ягоды, черника, ежевика и черная малина, орехи, миндаль, грецкие, бразильские и арахис. Пряности, горчица, имбирь и хрен. Вывод номер 6. Чем больше в вашем рационе этих продуктов, тем лучше ферменты печени справляются с токсинами. Особенно это важно для тех, кто живет в городе, принимает лекарства или имеет болезни печени и гормональной системы. Итак, печень – главный фильтр нашего организма. Помочь ей можно 6 правилами. Правило номер 1. Минимизируйте зонтичные овощи, не более 20-30 граммов в день. Правило номер 2. Избегайте травяных чаев из ромашки, мяты и одуванчика, а также грейпфрутового сока. Правило номер 3. Добавляйте цитрусовые, пейте зеленый чай и немного камбучи. Правило номер 4. Включайте в рацион луковые овощи в умеренности. Правило номер 5. Ешьте от 100 до 450 граммов крестоцветных овощей ежедневно. Правило номер 6. Поддерживайте печень бобовыми, злаками, фруктами, орехами, ягодами и пряностями. Помните, хочешь помочь – не мешай. Иногда для здоровья важнее убрать вредное, чем добавлять чудо-продукты. Если это видео оказалось для вас полезным, поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь с друзьями. Так вы поможете распространять проверенные знания, и мифов станет меньше.